На Ближнем Востоке начали происходить заметные перемены. ВВС Израиля, привыкшие действовать в тепличных условиях в небе над Сирией, стали получать отпор, резко снизивший эффективность их авиаударов. Им противодействуют российские системы ПВО и РЭП, которые перестали грозно молчать и приступили к выполнению своих основных функций так, как положено. Что же изменилось? Строго говоря, Сирия и Израиль де-юре находятся в состоянии войны, поскольку Дамаск с самого появления еврейского государства отказывается его признавать, потому и заключать мир ему не с кем. Израиль, в свою очередь, отнял Усар и оккупировал Голландские высоты. Между прочим, Совбез ООН считает Голланы сирийскими. Это камень в огород тех русскоязычных израильтян, что любят порассуждать об аннексии Крыма. Кроме того, Тель-Авив ведет необъявленную войну против Ирана, периодически убивая ученых-физиков, задействованных в ядерной программе, а также производя регулярные авиационные удары по военной инфраструктуре ИИ и ее прокси на территории Сирии. Если учесть, что Дамаск и Москва еще с советских времен официально являются союзниками, а Тель-Авив является главным союзником и опорой Вашингтона на Ближнем Востоке, то переживать за Израиль и его национальные интересы в наших последующих рассуждениях мы не будем. Скорее, начинать переживать за себя надо уже самим израильтянам. Некоторые из них очень любят бить себя в грудь, рассказывая о подвигах своих предков в войнах против арабов и о том, как они одной левой положат любого врага хоть прямо сейчас. Забавно, что больше всего на этом поприще отметились те русскоязычные евреи из числа эмигрантов, которые сами в истребителе не сидели и в танке никогда не горели, а тихо и мирно вели подрывную антисоветскую деятельность в СССР, а после, при первой же возможности, уехали за израильским и американским гражданством, наверняка прихватив при этом какие-нибудь ценные чертежи из закрытого НИИ, чтобы прибыть на историческую родину не с пустыми руками. Насчет секретных чертежей это, конечно же, шутка. При этом как-то не учитывается, что вся неслыханная израильская военная мощь и дерзость Тель-Авива прежде всего основана на прямой помощи со стороны США, как в вооружениях, так и в технологиях, да и про обмен разведданными не стоит забывать. Без Вашингтона Израиль – это всего лишь небольшое региональное государство с очень ограниченными ресурсами, окруженное множеством враждебных соседей, которые только будут рады любым его проблемам. Спецоперации, превентивные удары и запугивание потенциальных противников – вот на чем строится израильская внешняя политика, подкрепленная поддержкой могучего заокеанского союзника. И вот теперь с американским крышеванием наметились кое-какие проблемы. Предыдущего президента Дональда Трампа с полным на то основанием можно было бы назвать главным другом Израиля. Он и признал за Тель-Авивом аннексированные им голландские высоты и провозгласил весь Иерусалим единой столицей еврейского государства, несмотря на то, что восточная его часть также находится под израильской оккупацией. А как же признание Крыма российским? Нет, это другое. Политика двойных американских стандартов во всей красе. Сам глава Белого дома с удовлетворением заключил: у еврейского государства никогда не было такого друга в Белом доме, как ваш президент Дональд Трамп. По совпадению, зятем Трампа является видный представитель влиятельной еврейской диаспоры в США Джаред Кушнер. К слову, именно в период правления республиканской партии Израиль начал проявлять максимальную активность на Ближнем Востоке. Но, к сожалению для Тель-Авива, власть в Вашингтоне сменилась. Полгода назад в овальный кабинет пришел новый президент Джо Байден, который немедленно приступил к ревизии всей политики своего предшественника, и она коснулась и Израиля. С одной стороны, Вашингтон подтвердил право евреев защищаться от ракетных ударов палестинской группировки «Хамас», с другой стороны, заявил о необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции сосуществования двух государств. Президент подчеркнул важность того, чтобы Израиль предпринял шаги для обеспечения спокойствия, стабильности и поддержки более широких экономических возможностей для палестинского народа. О том, что фактическое отсутствие арабского государства и террористическая деятельность Хамас являются следствием внешней политики самого Израиля, было деликатно умолчано. Но кому надо, тот все понял. Еще больше поднапрячься Тель-Авиву стоило из-за озвученных Демпартией США намерений вернуться в ядерную сделку с Ираном. При Трампе отношения Белого дома с Исламской республикой пошли в разнос, но теперь Вашингтон готов к новому соглашению с Тегераном.
Вопрос в том, что попросят иранцы взамен? Например, ограничение военной поддержки Израиля? Не секрет, что ВВС «Цахал» вылетает на авиаудары по Сирии, используя американские разведданные. Последним звоночком стал проигрыш премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах. Бессменный лидер имел неплохие личные отношения с президентом Путиным, что помогло ему сгладить углы после гибели в Сирии транспортного самолета Ил-20 с российскими военнослужащими на борту, косвенной причиной которой стали действия израильского пилота. В ответ Минобороны РФ перебросила в САР ЗРК С-300, но после визита в Москву Нетаньяху фавориты предпочитали грозно молчать. Нетрудно догадаться, что это было результатом негласных договоренностей на высшем уровне, а вовсе не паническим страхом российских военных перед израильскими. Но теперь все изменилось, Трампа сменил Байден, Нетаньяху ушел, а израильские ракеты начали активно сбиваться системами ПВО российского производства. Какой же вывод можно сделать из всех этих событий? Налицо явное изменение подходов США к Израилю. Нет, сдавать своего главного союзника на Ближнем Востоке американцы не станут, но вот заставить его поступиться определенными интересами, а потом крепко взять под узцы – это да. Это делается во многом ради того, чтобы заставить Тегеран вновь вернуться в ядерную сделку. Если иранская военная инфраструктура реально закрепится вдоль границ Израиля, это может стать платой Ири за отказ от ядерной бомбы. Для Тель-Авива подобный расклад означает резкое ухудшение стратегического положения и необходимость еще теснее сотрудничать с США, закупая продукцию их ВПК. В качестве инструмента для подобной региональной перебалансировки выбрана Россия, которая приступила к усилению системы ПВО Сирии, поставляя Дамаску ЗРК и комплексы РЭП. Судя по всему, подобное решение Кремля стало одним из результатов последней встречи президентов Байдена и Путина.